Ну, про котельную мы рассказали, а теперь мы покажу вам, как это реализовано в доме, сама система отопления. Это два шкафа теплых полов. Тот шкаф у нас радиаторное отопление. Радиатор. Вот, давайте я все открою. И в последующем буду пытаться как-то все это дело комментировать. Итак, система теплых полов реализована здесь где-то порядка 150 квадратов. Остальное все у нас используется радиаторное отопление. Как видите, коллектор с расходомерами, коллектор с сервоприводами. Вот, кстати, тоже очень интересный момент. Это расход в каждом контуре. Как видите, здесь расход в основной своей массе 2 литра. Но так как видите, сервоприводы закрыты, то и протока здесь никакого нету. Но я вас уверяю, у меня здесь проток во всех петлях приблизительно в районе 1,5-2 литра. Потому что я стараюсь ветки выдерживать в одной длине. Безусловно, конечно, санузлы, они обычно меньше, и там петля меньше. Но тем не менее, расход приблизительно везде одинаковый. И не нужно никакой вот этой вот балансировки ручной. Что мы здесь видим? Здесь уже установлена проводная автоматика с Matrix Pulse. Это новая автоматика, проводная. Что мы здесь видим? В данном случае это кнопки программирования. Здесь клеммы подключения сервоприводов. Здесь клеммы подключения комнатных термостатов. Дальше пойдем, буду рассказывать дальше. Соответственно, один вот такой модуль может у нас увидеть 8 сервоприводов и 6 комнатных термостатов. Если у вас больше 8, соответственно, вам нужно приобрести отдельно модуль расширения. Да? В данном случае у нас здесь контуров 10, комнатных термостатов у нас здесь 1, 2, 3, 4. Вот. Соответственно, пришлось расширительный модуль приобрести, чтобы подключить дополнительные сервоприводы. О чем говорят вот данные сервоприводы? Вот вы видите, вот эти беленькие, которые видны, это говорит о том, что в этом помещении заданная температура не достигнута и происходит нагрев помещения. Те сервоприводы, которые закрыты, значит, в тех помещениях заданная температура достигнута и нет необходимости там гонять воду. Что мы здесь еще пока видим, глядя на это, на все? Эта точка доступа, она сейчас пока подключена вот таким вот образом. В последующем производитель требует ее выносить за пределы шкафа, ибо шкаф металлический и имеет экран. Чтобы был четкий сигнал, они его просят вынести за пределы. Здесь в последующем будет строиться шкаф, и исходя из того, как будет установлен шкаф, мы вынесем его и установим, зафиксируем на стенке. Здесь происходит подключение интернета по кабелю. Кабель у нас уже заведен тоже. То есть в последующем обожмем штекер и подключим. Таким же образом можно связать точку доступа с рутером по Wi-Fi. Для чего нужна точка доступа? Для того, что в последующем, если планируется, это просто вспомогательное устройство. Если в последующем планируется обеспечить удаленный доступ к системе отопления теплых полов, это необходимо эту вещь приобрести и, соответственно, установить ее. Ну, я ее пока уберу в стороночку, пускай здесь она у нас стоит. Как это все работает?
В каждом помещении установлен комнатный термостат, на котором задается требуемая температура в помещении. Нужно отметить, что комнатный термостат устанавливается примерно на высоте 1,50 м, 1,60 м от пола, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Как видите, сейчас у нас заданная температура в этом помещении 20 градусов, фактическая температура в помещении 19,4. Данный значок показывает, что происходит нагрев в помещении. И теперь, как это дальше все работает? Здесь, на комнатном термостате, задали температуру необходимую. Комнатный термостат передает команду на коммутационный модуль. Коммутационный модуль, как видите, вот пришел провод от комнатного термостата. Коммутационный модуль понимает, что комнатный термостат ему дал команду открыть. Он передает команду посредством проводов на сервопривод, и сервопривод либо открывается, либо закрывается. Вот так вот все просто и незамысловато. Какие еще есть возможности у этого комнатного термостата? Его можно запрограммировать и подключить не только чтобы он работал по температуре в помещении, но и по температуре в поле. Для этого заходим в его настройки, и мы можем ему сказать, что, дорогой, ты у нас меряешь воздух не только в помещении, но и температуру пола. Для этого, безусловно, заранее на момент строительства нужно заложить датчик в пол. Его можно заставить работать как только по температуре пола, так и отдельно по температуре в помещении. И также все вместе, и по температуре в помещении, и по температуре пола. Плюс к нему можно еще подключить датчик наружного воздуха. Функций у него очень много. Плюс чисто для информации здесь можно посмотреть влажность помещения. В данном случае в помещении, где теплые полы, в данном здании реализована система рекуперации воздуха. И вот когда рассказывают вот эти вот бредни про пересушенный воздух, вот вам, пожалуйста, пересушенный воздух. Вот вам влажность помещения. На мой взгляд, это идеально. Вот кратенько, как работает. И так вот, кстати, в каждом помещении, которое можно установить комнатный термостат, завести это все команды на коммутационный модуль. И коммутационные модули у нас будут командовать нашими теплыми полами. Опять возвращаемся к шкафам. И опять вот то, что я вам рассказывал. То есть, как видите, вот в этих помещениях комнатный термостат отдал команду закрыться, потому что там задана температура достигнута. Здесь нет. Давайте поговорим про правила хорошего тона. Это электромонтажная работа в самом шкафу теплых полов. Надо постараться аккуратно развести все эти провода. Плюс я ко всему прочему, здесь это не видно, здесь они у меня все помечены, и я знаю, какой сервопривод на каком канале стоит. Как видите, все ветки подписаны. Все ветки указана длина. Для чего я это делаю? Допустим, я недосягаем. У клиента какие-то, предположим, проблемы. Нашли другого мастера. Мастер, который придет к этому шкафу, легко разберется, что здесь сделано и каким образом. Ибо, помимо того, что здесь все подписано, на каждой дверке шкафа нарисована принципиальная схема, как осуществлялась разводка теплых полов, и каждые эти контура подписаны. То есть эти все цифры соответствуют тому, что мы видим в шкафу. И
бумажка, еще одна, я ее пока не заполнил, у меня есть это записано. Здесь указывается, какой сервопривод, какой комнатный термостат, на какой канал они подключены. То есть грамотный специалист разберется элементарно, подойдя к этому шкафу. А не так, как часто приезжаешь, ни фотографий, ни схем, ничего нету. И все вслепую путем тыка. Как видите, это следующий шкаф по своей сути ничем не отличается от предыдущего. Все то же самое, но только, как видите, здесь у нас уже не 10 контуров, а 7. И как видите, опять же, вот в этих помещениях температуры достигнуты, сервоприводы закрыты. Здесь нет, они стоят открыты и помещение догревается. За счет использования автоматики теплых полов можно добиться, ну, не 20%, конечно, экономии, как заявляется в рекламных буклетах, но я гарантирую, 10-15% вы теплоэнергии сэкономите. Как видите, коммутация, все то же самое. Можно еще немножечко заострить внимание, раз я уж здесь тыркаюсь. Давайте подойдем еще к модулю. И я расскажу еще про эти модули. Предыдущая версия с Матрикса от Uponor была здесь SD-карта. Сейчас ее ликвидировали, необходимости в ней нет. Ибо это все подключается к интернету, и все обновления будут проходить через интернет. И вся работа коммутационного модуля обозреваема через апп-приложение на наших смартфонах. Чем еще, почему я использую вот такой способ подключения, а не так, как многие делают, ставят обыкновенную электрическую коробку, собирают нули всю в кучу, линию собирают, подключают с моторами, запускаются. Техника безопасности. Здесь все 24-вольтовое. У нас есть маленькие дети. Вот, допустим, залезли эти хулиганы сюда в шкаф, но вы же не хотите, чтобы дети получили электротравму, да? Поэтому здесь все 24 вольта. Все, что 230 у нас спрятано за вот этой крышечкой. И здесь специальный винт, но вряд ли детишки найдут как способ его открутить. Возможности этого коммутационного модуля на этом не заканчиваются. Здесь можно подключать и котел газовый, и тепловой насос, и насос, который используется при монтаже его в шкафу. То есть, допустим, вот здесь, который очень популярно ставят, я противник этого, ладно, когда в систему отопления врезается система теплых полов, это решение. Здесь ставится насос, и давайте предположим, и коммутируется, конечно, сюда. Давайте предположим, закрылись все сервоприводы, куда ему? В никуда качать. Соответственно, контроллер это поймет и отдаст команду выключиться. Но если нет в тебе необходимости, зачем тебе работать? Безграничные его возможности подключения и использования. Вот вкратце вам о коммутационном модуле Uponor Matrix Pulse и его возможностях подключения. Я где-то тут же, да, вот мне нужно, вот у меня помечено, тут я вижу, мне нужно это все просто будет перенести вот на эту бумажку, то есть какой сервопривод, на каком канале запрограммирован, какой термостат, где, за что отвечает, все это будет, я перенесу на эти бумажки. Что еще? Это то, что касательно теплых полов. Часто, не часто, это приблизительно, наверное, 80% монтажников, которые устанавливают теплые полы, используют неоригинальные шкафы, которые по высоте примерно вот такие вот. И тогда что делать, куда ставить коммутационный модуль, как разводить? Только сверлить и где-то на стене это все монтировать. Поэтому я бы рекомендовал все-таки использовать всегда оригинальные запчасти
и шкафы, в которых уже предусмотрено место установки этих модулей. Радиаторное отопление реализовано следующим образом. Это лучевая разводка. То есть каждому радиатору в здании у нас отходит своя линия. В чем ее прелесть? Никаких соединений в полу на линии нету. Есть одно соединение здесь, второе соединение здесь и непосредственно у радиатора в открытом доступе. Вот ее один из главнейших и неоспоримых плюсов. Плюс сопротивление, конечно, меньше. И эффективность работы намного лучше. На мой взгляд, для системы радиаторного отопления это лучшее решение. Я практикую это уже на протяжении, наверное, десятилетий. Да? Ну, клиенты бывают разные. Иногда приходится и другие системы использовать, но в основной своей массе я использую именно лучевую разводку системы отопления. Обратите внимание, вот то, что я говорил про изоляцию. Как видите, здесь 16 трубопровод упакован в 13-миллиметровую теплоизоляцию. Подводы из котельной, как вы видите, я вас уверяю, если кому-то интересно, я могу показать фотографии на скрытые работы. Они тоже имеются. И в последующем они отдаются клиенту. Здесь у него помимо схем будут еще флешечка висеть с фотографией. Теплоизоляция выполнена также до котельной. В котельной у нас теплоизоляция 25 миллиметров. Здесь у нас уходит 19 миллиметров теплоизоляция на трубопроводах. Это трубопровод 25 диаметра. Эти трубопроводы в теплых шкафах для теплых полов 32 диаметр. То есть все выполнено. Вот то, что вы видите здесь на глазах, таким же образом все это и в полу. Опять же, правило хорошего тона. Здесь приложена схема, как реализовано и где проходят трубопроводы для радиаторного отопления. Касательно радиаторного отопления, мы до конца не знали, захочет ли заказчик, чтобы это было тоже автоматизировано. Но возможность автоматизировать систему радиаторного отопления у меня осталась. То есть в последующем, ну если захотят, это главное, чтобы эта возможность была. Мы снимаем с радиаторов термоголовки, сюда устанавливаем коммутационный модуль, сюда устанавливаем сервоприводы, и у нас все. И в помещение, в каждое, где у нас радиаторы, вешаем по комнатному термостату. И мы сможем управлять радиаторным отоплением, не подходя там, крутя термоголовку, а выставив температуру на комнатном термостате, у нас все начнет работать в автоматическом режиме. И также мы сможем загнать эту автоматику на апп-приложение, и мы увидим и радиаторное отопление также. То есть все возможности для этого уже предусмотрены. Осталось только это желание и приобрести это и скоммутировать. И тогда радиаторное отопление у нас заработает в автоматическом режиме. Вот так, на мой взгляд, чтобы можно было получить оценку удовлетворительно, выполнена моя работа по системе отопления. Как видите, все аналогично как в первом шкафу, так и во втором шкафу. Принципиальная схема разводки системы теплых полов. Листик, как подключены контроллеры, комнатные термостаты, на каких каналах они запрограммированы. Все это есть в шкафу, чтобы любой специалист, который кроме меня придет сюда, если такой будет, у него не возникнет никаких проблем, дабы провести какое-то техническое обслуживание или ремонтные работы. Да?
При планировании системы теплых полов, безусловно, нужно знать сразу, что вы хотите от этого в дальнейшем. И, соответственно, если это удаленный доступ, значит, нужно желательно подвести интернет-кабель, который будет где-то дальше в рутер включен. Розетка для питания для коммутационных модулей. Ну, постараться это все, конечно, запаковать, чтобы это все было в гофры, да, и чтобы было безопасно. Вот, наверное, теперь уже и будет все. Всем пока, до новых встреч!